Я не знаю, как получится прожить от скупых свиданий до свиданий наши годы, что случилось заложить в скупку арестантских ожиданий. Эти строки Батыр Бердыев, бывший посол в Австрии и представитель Туркменистана в ОБСЕ, написал, находясь в тюрьме, через месяц после ареста и за 2 недели до суда, вернее судилища, приговорившего его к 25 годам лишения свободы. Но тогда Батыр еще надеялся на скупые свидания, верил, что сможет увидеть своих жену и сына. Уважаемые господа, дорогие коллеги, на этом брифинге я представляю свою семью, но беру на себя смелость говорить от имени многих женщин, лишившихся своих мужей, от имени матерей, ушедших из жизни, так и не узнав, в каких казематах пытают их сыновей. В те январские дни 2003 года одновременно с Батыром судили еще многих, в том числе Константина, родного брата моего мужа, Бориса Шахмурадова, а также его друзей, коллег, единомышленников. Родственники не были допущены в зал суда. Нескольких адвокатов, приглашенных исключительно ради видимости соблюдения процедуры, подсудимые просили не рассказывать их близким о том, как они выглядят после многочасовых допросов. Некоторые были настолько измучены, что не могли держаться на ногах. Их признательные показания были записаны на камеру и транслировались с утра до вечера по местному телевидению. Видеть эти кадры для меня было большим испытанием, и даже сегодня, спустя 20 лет, я не нахожу в себе силы увидеть их вновь. Мне очень больно и обидно, что в памяти многих людей мой муж так и остался изменившимся до неузнаваемости, монотонно повторяющим чужие слова. Мы не оппозиция, мы обыкновенные уголовники, употребляющие наркотики, готовые за деньги пойти на любое дело. Профессиональный журналист, он в мае 1992 года вернулся из Москвы в Ашхабад на свою родину, чтобы участвовать в строительстве нового независимого, а позднее нейтрального государства. Ему было 43 года. Он возглавил МИД, сам писал тексты выступлений Ниязова, был переводчиком во время переговоров. Его называли архитектором нейтралитета. Он планировал открытие в Ашхабаде Центра по превентивной дипломатии, способствовал выработке консенсуса по проблемам Каспия. Но со временем пришло понимание того, что на пути к превращению Туркменистана в современное демократическое государство стоит озабоченный сохранением неограниченной личной власти диктатор. Оппозиция своих планов не скрывала. Позднее Ниязов признается, что его несколько иностранных руководителей предупреждали, что в ноябре некоторые люди планируют устроить беспорядки. Правда это или нет, но Ниязов, как говорится, сыграл на опережение. 25 ноября 2002 года была похоронена идея о возможности отстранения Ниязова от власти мирным путем, а вместе с ней имена тех, кто верил в эту возможность и знал, как ее реализовать. Борис первым оказался на скамье подсудимых. Суд состоялся на 3-й день после того, как он добровольно сдался властям, чтобы избавить от преследований своих близких. Приговор – высшая мера – 25 лет лишения свободы. А еще через 2 дня этот приговор был заменен пожизненным заключением. Правда, многие делегаты экстренного заседания Народного совета Халк Маслихаты требовали применения смертной казни, но Ниязов не решился нарушить действующий уже 4 года мораторий, за введение которого его на международном уровне много хвалили, и предложил ввести в Уголовный кодекс новую меру наказания – пожизненное заключение. С этого дня, 30 декабря 2002 года, и по сегодняшний день никаких достоверных сведений о том, что дальше произошло с моим мужем, мне добиться не удалось. В 2014 году Комитет ООН по правам человека признал Бориса Шахмурадова насильственно исчезнувшим и потребовал ответа от властей Туркменистана, которые не только скрыли местонахождение несправедливо осужденных людей, они сделали все, чтобы имена этих людей не упоминались никогда и ни в каком контексте.
Доклад профессора Деко, подготовленный им в рамках московского механизма ОБСЕ, инициированного в 2003 году, но, к сожалению, так и не завершенного, тем не менее стал триггером принятия 3 резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и 2 докладов Генерального секретаря ООН о положении с правами человека в Туркменистане. Международное сообщество пыталось вернуть Туркменистан в лоно цивилизации, но все было напрасно. Сегодня пришло время вернуться к этому вопросу, потому что, как отмечал профессор Деко, Туркменистан не может стать черной дырой в ОБСЕ и пустыней прав человека. Изоляцию, в которую погрузился Туркменистан, это худшее из всех возможных решений. Завтра, 4 октября, исполняется 62 года Батыру Бердыеву. Я верю, что он жив, что живы и мой муж, и его брат, и другие исчезнувшие 20 лет назад узники секретных тюрем. Поэтому мы продолжаем настаивать. Покажите их живыми.